Всем привет! С вами Дмитрий Денисов. В этом уроке мы узнаем, как использовать Filmic в Affinity Photo. В отличие от нелинейной передачи sRGB гамма 2.2, Filmic представляет широкий динамический диапазон яркости и освещения, сохраняя максимально яркие и темные участки изображения. Разница может составлять до 4-5 ступеней экспозиции. Это очень большая разница в освещении. По сути, Filmic Color выступает в качестве тон-маппинга, который можно использовать не только в CGI-рендерах, но и в HDR фотографии. Filmic выравнивает освещение, а также задает максимальное значение яркости пикселя не выше единицы, подобно Clamping, который ограничивает распределение света. Если сравнивать sRGB и Filmic, то визуально они сильно отличаются яркостью, контрастом и мягкостью цвета. Как правило, sRGB имеет более яркое, выжженное контрастное изображение по сравнению с Filmic. В настройках рендера Blender я сохраняю изображение в формате EXR, для того чтобы получить максимальный динамический диапазон освещения, а также максимальную яркость. Если сцена, с которой вы работаете, содержит очень большой диапазон яркости, а также высокие значения свечения пикселя, рекомендую сохранить с глубиной цвета Float Full. Как правило, Float Half будет достаточно. При одинаковой яркости разница может быть только в объеме файла. Как правило, Float Half занимает несколько меньше места на диске. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. Обратите внимание, что все настройки Filmic не сохраняются в формате XR, так как это линейное цветовое пространство. Если нужно сохранить изображение с Filmic, используйте, к примеру, формат PNG. После сохранения в 8 или 16-битный цвет, Blender автоматически конвертирует линейное цветовое пространство с помощью Filmic. То есть на выходе мы получаем рабочую гамму 2.2 и sRGB. Переходим к Affinity Photo. Большим плюсом программы является возможность использования различных OCO цветовых профилей. Для того, чтобы использовать Filmic OCO в Affinity Photo, в настройках программы Edit Preferences в пункте Color находим Open Color IO Configuration File и выбираем Config OCO, который находится в системной папке Blender. Путь, как правило, один. После нужно перезагрузить Affinity Photo для того, чтобы изменения вступили в силу. В программе есть специальная панель, в которой можно выбирать необходимые параметры отображения 32-битного цвета. Панель можно найти в главном меню View, Studio, 32-bit Preview. Параметры экспозиции и гаммы мы оставим по умолчанию, они нам не нужны. Рассмотрим параметры Display Transform. По умолчанию программа использует стандартный OCO Display Transform с параметрами стандарт и sRGB. Результат тот же, что и в Blender по умолчанию. Unmanaged отображает изображение в линейном цвете без гамма-коррекции. Нам нужен пункт ICC Display Transform, который вносит изменения с помощью профиля системных настроек программы. В нашем случае это Filmic OCO, который мы выбрали в предыдущем пункте. Переходим к основной части урока. Создадим новый корректирующий слой Exposure, который в дальнейшем позволит менять интенсивность цвета. Чуть позже я расскажу, почему его лучше расположить сразу после исходного изображения. Далее создаем новый корректирующий слой OCO и меняем имя на Filmic Log. Так как мы работаем в линейном цветовом пространстве, в пункте Source Color Space выбираем Linear, Destination Color Space в списке выбираем Filmic Log. Создаем корректирующий слой LUT. Указываем имя Filmic Contrast. В настройках Load LUT находим файлы в Color Management, Filmic в папке LUTs. Каждый файл содержит в себе настройки, аналогичные тем, что мы видим в Blender. Чем выше значение, тем выше контраст. Я выбираю файл со значением от 0 до 60, то есть средний контраст. Далее, чтобы все это корректно отображалось, нужно создать новый корректирующий слой OCO.
переименовываем его в sRGB. В настройках Source Color Space выбираем sRGB и в Destination Color Space Linear. Попросту говоря, это гамма-коррекция, приводящая изображение к корректному отображению. Выберем все корректирующие слои, кроме Exposure, и создадим группу, переименовав ее в Filmic. Помните, чуть раньше я говорил о корректирующем слое Exposure и его правильном расположении. Сейчас самое время, чтобы увидеть, как это работает. Изменим значение экспозиции, слегка осветлим изображение. Как вы можете наблюдать, яркость равномерно распределяется на всех участках изображения. Теперь поместим данный слой выше группы Filmic. Давайте попробуем разобраться, что произошло с цветом. Находясь выше группы Filmic, экспозиция воздействует на изображение, значение яркости которого равно от 0 до единицы. Информация о яркости пикселя, равная выше единицы, отсутствует. Изображение начинает портиться или просто выгорать. Если слой экспозиции находится под группой Filmic, в совокупности с ними он равномерно распределяет яркость изображения. Если у вас остались вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго!